верхние круговые ряды и нижние. Прижато к другой. Волоски могут тянуться. Когда мы первый ряд нарастили, если клиент не справляется с этой проблемой, здравствуйте, дорогие мои! Мы с вами говорим о распределении волос при наращивании. Итак, мы уже изучили, что самую главную роль играют верхние круговые ряды и нижние. Кто-то делает по одному ряду, я все-таки настаиваю на двух, чтобы перекрыть волосы клиента, чтобы сделать некое сплошное полотно, фату, как я выражаюсь, которое нам создаст плавный переход. А что есть шахматный порядок? Многие задают такой вопрос, но, скорее всего, это новички. Итак, мы с вами строим ряды. В зависимости от того, какие задачи перед нами стоят, мы уже говорили, что значение имеет объем, длина волос, то, что у клиента на голове тоже. И мы здесь выстраиваем для себя некую схему, как конкретно этого человека мы будем наращивать. Новички зачастую страхуются и испытывают страх, ну как же так, а вдруг волос не хватит. Ну, например, определились, что объем будет 120 грамм, а хватит ли мне? Это опытный мастер будет, наращивая, уже понимать, даже если он наращивает снизу вверх, что он не промахнется. Зачастую своим ученикам говорю так: если вы выбрали схему снизу вверх, вы можете сделать нижние круговые ряды, 2, как я советую, верхние круговые ряды. Такие же ряды будут у вас на висках, как и сзади. А дальше мы занимаемся начинкой. Так вот, если перед нами стоит задача большого объема, конечно, мы можем идти сплошняком, подряд, ряд за рядом. Но если волос не так много, это стандартный объем, или голова большая, что понимаем, да, надо как-то раскидать, распределить, то у нас с вами вот есть эта середина, в которой может быть и 3, и 4 ряда. Что я советую? Я не советую между рядами делать очень большие пробелы. Ну, например, вы сделали верхнюю зону и нижнюю зону, у вас остался такой основательный кусок, и вы как-то должны размазать волосы. И вы можете сделать, допустим, еще дополнительно 3 ряда. Я их обычно делаю на одинаковом расстоянии. То есть расстояние между рядами будет там приблизительно 3 или 4 сантиметра. От головы зависит, от густоты волос зависит. Но если я их сконцентрирую, прижав к верхнему или нижнему ряду, останется огромный пробел, то, поверьте мне, я уложу волосы, будет красиво это выглядеть. Но при движении, когда колыхаются волосы, основная масса волос клиента будет выделяться. Поэтому распределяйте все равно все равномерно. И вот с этой начинкой мы сегодня и поработаем. Что такое шахматный порядок? У нас есть понятие, но мы отдельно будем об этом говорить, понятие база. Волосы клиента, которые мы берем и на которые мы крепим донорские волосы. Эта база имеет определенный размер, вид, форму. И еще есть понятие отступа от корня, что мы должны правильное натяжение создать и отступить от корня. Капсулы не должны быть вкручены в голову. Это неправильно. Так вот, если мы об этом говорим, то я схематично нарисовала базу и прикрепленную прядь с отступом. Если мы делаем пробелы, а очень часто, я слышу, во многих странах наращивают с пробелами пряди. То есть, если мы делаем пробел, равный в эту базу, как я нарисовала кубики, то в следующем ряду что мы сделаем? Мы будем закрывать дырочки. Для чего? Чтобы не было шнурков, чтобы создавалось сплошное полотно, мы создаем эту иллюзию. Поэтому, когда мы первый ряд нарастили, отделили следующий ряд, мы смотрим на 2 любые прядочки и ставим прядь так, чтобы она упала между ними. Так сам по себе вырисовывается шахматный порядок, не то чтобы мы его там специально вырисовываем. Мы посадили в следующем ряду прядь, она упала между ними, и так следующие все пряди друг за другом будут закрывать пробелы. Но если мы распределяем базы с пробелами, с отступами, то расстояние между прядей будет значительным.
Потому что прядочка все равно же не имеет плоскость, она имеет сужение в этом моменте. И если мы возьмем эту прядку и эту, расстояние с ними будет, между ними будет видимое. Вот здесь как раз эффект шнурковатости, как некоторые называют, вот у меня волосы как шнурки, он будет конкретно обозначен. А в нашей стране девочки в основном используют сплошные ряды, то есть мы базу к базе прижимаем, как кирпичики строим. Выстроили ряд, и в следующем ряду то же самое, мы бросаем прядь между любыми двумя прядочками предыдущего ряда. Так появляется вот это сплошное полотно. То есть расстояние между прядями, хоть и есть вот это сужение, но оно будет минимально. В некоторых техниках и видах наращивания волос говорят, а вот у нас есть преимущество, например, в лентах или Голливуд, афронаращивание, что заявляют, что у нас есть сплошное полотно, а у вас некое деление, попрядное технология. Действительно, но мы все-таки стремимся к совершенству, мы пытаемся искусственно создать это полотно, поэтому чаще всего работаем именно в таком формате. Итак, когда мы с вами говорили о значении нижних круговых рядов, верхних круговых рядов, все-таки здесь я настаиваю на том, что мы используем вот эту сплошную технику прижимания баз друг к другу. Могу такую поправочку для новичков дать. Когда совершают ошибки, когда еще не умеют четко делить, не обращают на это внимания. Из одной базы, когда она прижата к другой, волоски могут тянуться и приклеиваться в эту прядь. И это будет создавать дискомфорт, будет чесаться это место. Далее пряди могут подтягиваться друг к другу. И вот это как раз такая ошибка мастера может провоцировать образование колтунов. Поэтому мы это исключаем. И если новичок передо мной, я говорю так: отделила базу, но отпусти чуть-чуть, не надо делать пробел в такую же базу, просто несколько волосинок, 2-3, чтобы ты была уверена, что все пряди подвижны и базы чисто выделены. Как вариант. Но опытный мастер уже четко делит кубики, вот эти базы выделяет, и у него таких проблем нет. Поэтому еще раз говорю о том, что эти ряды нижние, а я настаиваю, что их должно быть 2, чтобы это все-таки было сплошным полотном, и верхние, они должны быть нарощены в таком варианте. Но если клиент говорит, хочу густо, чем больше, тем лучше, естественно, я буду продолжать и с начинкой работать в том же формате. Я буду также каждую базочку прижимать к другой и как можно больше наращу клиенту волос, но это, если у него таковое требование. Если он хочет такой натуральный эффект и не зацикливается на том, что волос должно быть нереально много, то я могу, в принципе, здесь сделать такой лайтовый вариант. Либо делать чуть отступы между рядами, эти пробельчики нам где-то дадут волосикам отдохнуть, подышать, их не будет так много, голова не будет перегружена. Либо я все-таки могу использовать этот вариант, когда буду между базами делать пробелы. Я уже говорила и о местах распада, что где-то мы будем точечно работать, об этом я скажу потом, какие техники можно использовать в данном случае, что такое точечное наращивание. Но что касается шахматного порядка, это и есть наполнение. Уплотняем мы его или немножко разбрасываем. Исключая только нижние и верхние круговые ряды, там мы действуем стандартно, плотно, плотно, плотно. Итак, мы должны понимать, опять же, задача, какая перед нами стоит и как мы будем работать. Еще мне такой вопрос задают. А влияет ли на образование колтунов то, как я наращиваю с пробелами, либо без? Так как я человек лояльный, склонна разные стороны рассматривать и все получаю на практике, то я сначала, естественно, сомневалась, а вдруг и правда, если я делаю без пробелов, вплотную прижимая базы друг к другу, это мешает клиенту расчесывать волосы, следить за ними и будут образовываться колтуны. Однако практика показала,
что это не так, потому что один и тот же клиент приходил, и мы в рассуждениях делали разные ему варианты. То есть если у него образовывались колтуны, а я 1000 раз предупреждала, как ухаживать, что нужно делать, чтобы их не было, и все-таки это происходило, то мы рассуждали, а возможен вот этот вариант или этот, какой из них будет более комфортным, как оно будет больше справляться. И поверьте мне, то есть структура одинаковая у этого клиента, объем мы обычно одинаковый наращиваем, но я использую два варианта, и этот, и плотную посадку, скажем, да, и рассеянную. Тем не менее, если клиент не справляется с этой проблемой, скорее всего, ленится запускать пальчики, перебирать прядочки и все это устранять перед тем, как там образуется плотный колтун, то не влияет, какую расстановку прядей мы ему сделали. Если у вас есть альтернативное мнение, вы думаете по-другому, пожалуйста, пишите нам, и я обязательно рассмотрю этот вопрос повторно.